Всем привет! С вами Малина Travel. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Ну а сейчас, наконец, обзор нашего дома за 200 евро в месяц. Ну что, мы заехали, ребята! Вот такое у нас придворовое место. Здесь столик со стульями, можно завтракать здесь. Вот в этом доме живут собственники вообще вот этого вот всего. Начнем с кухни. Здесь у нас коридор, здесь сразу идет холодильник большой и морозилка. Господи, я никогда, наверное, еще так рада не была морозилке. Это вообще какой-то прикол. Так, здесь у нас получается кухня. Выглядит она так. Кстати, на фото, то, что мы видели, она выглядела, ну, попечальнее, чем на самом деле есть. Я не знаю, как смотрится на видео. Здесь у нас вот ковер подогнали, если он нам нужен, как бы. Есть такой столик большой. Я после той хаты, в которой мы жили до этого, просто рада до поросячьего визга всему просто. Климе, господи, я уже называю по-серски, кондиционеру, плита своя, просто все пространство, все полочки, шкафчики, все свое. Представляете, можно разложиться даже, господи. Это так приятно, прикольно. Но больше всего я рада морозилке. Ой. Так, идем дальше. Здесь у нас коридор, вот она, выход. Даже дверь, это приятная дверь. Мне нравится, что она прозрачная, что это стекло. Ну, прям, не знаю, почему-то мне так приятно от всего этого. Заходим, значит, здесь у нас ванная комната, шкафчик. Выключатели у них тут такие. Маленькая, уютненькая. Главное, есть машина стиральная. Ну и, соответственно, полотенцесушитель. Отапливается дом газовым котлом. Бойлер, нам сказали, не работает почему-то. Ну, короче, отапливается все. И горячая вода тоже от газового котла. Кстати, кто не знал, в Сербии во всех квартирах практически вот такие бачки стоят. То есть, ну, типа, вы поняли. Дальше идем. Здесь комната у нас. Телевизор, комод. И, соответственно, место, где мы будем спать. Вот такой шкаф. Я довольна до безумия, что я сейчас все вещи, которые у нас здесь, могу разложить по всем шкафам, по всем полочкам. Ох, господи, вы не представляете моего счастья просто. Помимо того, что мы платим 200 евро за месяц за дом, мы заплатили 200 евро за депозит. Мы так понимаем, что в Сербии вообще такой прикол с депозитом, что он не возвращается. Я не знаю, если кто-то знает что-то более подробное, пожалуйста, напишите в комментариях. Далее в месяц мы оплачиваем по счетчику электроэнергию и по счетчику газ. И дополнительно, как это называется, трошки, платится за телевидение, за интернет и за воду. Фиксированная стоимость 3300 динар. По поводу стоимости электроэнергии и газа пока сказать ничего не могу. Смогу сказать только 1 декабря, когда мы будем, собственно, и рассчитываться за все это дело. Очень много людей мне написало по поводу того, что за 200 евро сейчас ничего не найти, потому что им риэлторы так сказали. Но это не так, ребята, не верьте им. Естественно, они сейчас хотят в такой ситуации еще больше заработать денег. Все понятно. Заходите на сайты, штудируйте информацию каждый день. Вот, мне рассказывали, что некоторые заходят туда именно ночью, когда обновляется база, для того, чтобы первым написать, первым позвонить и первым снять квартиру, дома и так далее. За
150, за 200, за 250 сейчас очень реально найти однушку, либо гарсоньеру, так называемая студия. Ну, конечно же, грамотный, уже прохаванный риэлтор скажет вам, что это просто невозможно. Такие милые, добрые собственники. Прям, ну вот, угостили кофе, там мы сели, они такие прям пообщались, там друг друга получше узнали. А самое главное, что я сейчас больше начала понимать сербский. То есть вот они что-то говорят, и я прям, ну, как будто, ну, вникла, все, не знаю, может быть, по жестам, может быть, там, по каким-то зацепкам словам. Допустим, мама, у них мама тоже, а папа у них тату, что ли, как-то вот так. Вот, ну, пообщались, они узнали, там, сколько моим родителям лет. Ну, они прям, не знаю, они такие классные. Вот, надо. Вот, они любят добро. Я прям чувствую на энергетическом уровне, что как только какая-то добрая атмосфера появляется, и они сразу такие прям, они светятся от счастья. Ну, такие какие-то люди. Так, сербы. Замечательные люди. Самое основное, не сказала, мы находимся там же в Ветернике, просто это на другой стороне большой дороги. Вот, Ветерники нам очень нравятся, и я вот, помните, записывала видео, что не хочу уезжать из Ветерника, потому что это прям очень приятное место для жилья, я бы сказала. Вот, ну, эстетически даже, ну, как-то вот, не знаю, так. И это была моя маленькая мечта. И мечты сбываются, мечты имеют свойство сбываться. Я этим убеждаюсь постоянно, каждый раз. Вот вчера только с одной моей подписчицей общалась, рассказывала, что у меня была маленькая мечта съездить на море. Я в свои 25 не была никогда на море. Я жила в Москве, работала. И у меня просто 6 лет прошли по щелчку пальцев, и за 6 лет, представляете, у меня даже не было, наверное, ну, возможности, времени для того, чтобы просто выехать на море. Это же, ну, это было очень просто, в принципе, для меня, да, там, я когда переехала только в Москву, я начала много зарабатывать, я не умела управлять деньгами совершенно. Я, получается, жила у брата, и все деньги, как бы, я не знаю, каким образом, просто улетучивались. Не умела просто обращаться с деньгами. Я не умела копить. Я просто сливала все куда-то. Это была очень глупая затея, конечно. Я вот сейчас думаю, вспоминаю. Ну, что делаешь? Молодость, глупость. С годами, конечно, все начинаешь понимать, как что устроено, и начинаешь вникать, как управлять деньгами. Так. Вот такая красота у нас на улице, как выходишь из дома, и вот такие вот сопочки. Блин, тут даже воздух лучше. Посмотрите, какая красота. Там недалеко Дунай. Ребята, я в печали. Нас просто сейчас настолько жестко подколол водитель автобуса. Мы на прошлой остановке, мы сегодня, короче, дела всякие делали, там вот одеяло купили, сегодня замерзли ночью, но это я вам еще расскажу. Ну, короче, мы садимся на автобус, залетаем, спрашиваем, а можно, а мы доедем на вашем автобусе до Ветерника, типа. Он говорит, да, доедете. И мы пока доезжаем к следующей остановке, ну, естественно, мы уже расплатились полностью, как до Ветерника. И он нам на следующей остановке говорит, вот на этой остановке выходите, и вот вы здесь на следующий другой автобус пересядете до Ветерника, там, 55-й, 54-й.
И мы вообще в шоке. Ну, типа, зачем так делать? Для чего? Походу, наш автобус едет. Я вообще прям, я расстроена очень сильно. Ну, типа, это мелочи жизни, но это, типа, нечеловечно. Ну, типа, зачем? Вообще не понимаю, короче. Тоже в 7 приехал автобус вообще. Короче, нас же тут высадили на остановке. И приехал другой автобус. Двойка. Ну, мы его не видели, чтобы он ветерник ходил. Я вообще даже сказать слов не могу. В общем, мы заходим к водителю и спрашиваем, едет до ветерника? Он говорит, нет. Мы начинаем выходить, и он типа такой, стойте, стойте, вставайте здесь, типа поехали. И, ну, типа мы едем, и он типа держит руку на монетах, типа и такой монеткой стучит. И я, короче, думаю, он, наверное, типа так просит денег. Вот, но я стою принципиально. Ну, типа, он же сказал, до ветерника не едем. Вот. И, короче, мы проехали то ли 3, то ли 4 остановки. Он довез нас до главной улицы. А я еще такая думаю, типа, ну, если он нас сейчас одну остановку провезет и, типа, скажет, давайте, так ребятки, скиньтесь еще по деньгам, что? Так же, как и прошлый, типа, тип. Я вообще бы так сильно расплакалась бы. Я и так расплакалась. Вот. Мы начинаем выходить через 4 остановки. Он нам говорит, что здесь. И мы ему говорим, ну, он же просто говорит, типа, все, выходите. Но мы, естественно, из вежливости спросили, сколько мы должны. Он говорит, нет, нет, что вы, ничего не нужно. Мы просто, типа, знаете, такая история, что молниеносно просто исправилась ситуация по поводу сербских водителей автобуса. Сразу же просто. Но это очень некрасиво, конечно. Но это неприятненько вообще было. Зачем так делать? Зачем говорить, что ты едешь до ветерника, брать полную стоимость и через остановку говорит, выходите, он дальше не идет. Ну, как бы, хотя мы смотрели по приложению, он шел типа а-ля до ветерника, этот автобус. Почему-то. Ну да, почему-то он сказал выходить. Ну, короче, он сказал выходить, типа, на следующей остановке. Я просто в шоке. До сих пор не могу отойти от этой ситуации. Мы спустя 2 дня, наконец, подписываем договор. Вот Серега ушел пока с ними там решать, подписывать, записывать. Вот. А сегодня у нас визаран в очередной раз. В прошлый раз это было гиперлегко, надеюсь, в этот раз все будет точно так же. Вот. Думаю, что за 2,5 часа мы точно управимся. Записывались, когда на визаран, мы это делали заранее. И нам девушка, которая, вот эти вот коннект с водителями, менеджер решает, она говорит, сейчас просто невероятные очереди на визаран. То есть просто огроменное количество людей из России, ну, понятное дело. А что мы хотели? Что я шокаю? У нас очередной визаран. Нас повезет тот же водитель, что и в прошлый раз. Мы теперь в этот раз абсолютно спокойны, что он приедет, что он нас отвезет туда, куда нужно, и что отвезет обратно. До центра нас довезли наши собственники. Они говорят, что им было по пути, но мы подумали, что они просто хотели нам помочь и отвезти нас до променады, до Меркатора. Вот Меркатор. Вот здесь
Вот сюда сейчас подъедет водитель. Что? Жизнь прекрасная штука и удивительная. Живите, любите. Творите. Любите. Что хочу сказать по поводу дома. Первую ночь мы здесь ночевали, мы не могли разобраться с газовым котлом. То есть не то, что с газовым котлом разобраться, здесь такая прекрасная штука, как терморегулятор. Вот, сейчас я покажу. Выглядит она вот так вот. Вот так вот. В общем-то, как нам объяснили собственники, здесь ты выстраиваешь просто температуру, типа там от 18 до 21, в общем-то. Ну и я решила просто потестить, поставить сначала 20 градусов, чтобы посмотреть, как в доме вообще тепло или холодно. Вот, к сожалению, они нам про этот терморегулятор вообще ничего не объяснили. Пришлось потом додумываться самим. Вот, я с этой штукой сталкиваюсь вообще в первый раз, в принципе. В общем-то, как это работает? Вот этот вот датчик, ну, ты ставишь его на любую поверхность. Как только до заданной температуры прогревается дом, отопление, соответственно, выключается. Ну, в общем-то, я в этой теме начала разбираться. Залезла, короче... Серега приехал после работы, очень устал, сильно лег спать. Вот. Я что-то подумала, что я, захотела разобраться. Залезла, короче, в эту штуку, в терморегулятор. И как только я начала в ней лазить, там что-то нащелкивать, короче, прощупывать почву, так сказать, она просто вырубилась. Ну, то есть экран вырубился. Я думаю, ну вот, полезла, блин, капец. Захотела исправить ситуацию. Вот. И я начинаю открывать заднюю крышку, думаю, блин, может быть, с батарейками что-то не так, или что-то, может быть, вообще, в принципе, я сломала. Вот. И начинаю, короче, батарейки крутить, менять местами, как вы знаете. Если поменять местами батарейки, бывает такое, что ситуация меняется, и устройство начинает продолжать работать. Ну, а также есть лайфхаки, что вы берете батарейки и начинаете мять их друг об друга вот таким образом, и, соответственно, тоже что-то там происходит внутри, и энергии там буквально хватает еще на 2-3, а то и часа, а то и на 24. Вот, и тут я понимаю, что это устройство сломалось, и как бы без него котел включаться не будет. Я уже как бы, уже посидевши над этим 2 часа, я уже просто забила на это фиг, просто оделась потеплее и пошла спать. Уснула я в 3 часа ночи, а проснулась в 7 часов утра от дикого холода. Я просто дрожала под одеялом. У нас еще не было теплого одеяла, мы его купили потом на следующий день. Вот, у нас было очень тоненькое одеяльце, и, соответственно, отсутствие отопления. И как раз в эти дни температура воздуха очень сильно понизилась. Все прям как под нас. Просыпаюсь я в 7 часов утра от того, что я просто стучу зубами, но я поняла, что я уже не усну. И тут, значит, день я сходила за батарейками и думала, что если сейчас не будут работать батарейки новые, то есть если я вдруг что-то еще сломала здесь, это будет просто фиаско. Но, сходив за батарейками, вставив в устройство их, все заработало. Соответственно, до 3 часов ночи я же не сидела просто так, да, я изучала всю информацию в интернете, и оказывается, это очень умное устройство.
Там можно по дням, неделям, по часам настроить любую температуру. Вот, допустим, когда вечереет, начинает холодать, температуру в доме можно повысить. А когда, допустим, вы просыпаетесь, там, уходите на работу, в принципе, дом не нуждается в особом каком-то отоплении, поддержании температуры. И дабы сделать это все экономичнее, ну, ты можешь устроить это так, что, ну, типа, днем не работает там отопление, или просто ты уменьшаешь температуру, чтобы постоянно котел газовый не работал. Вот, и далее там, допустим, часа в 3 можно чуть-чуть подприбавить температуру, ну, настроить так. И так на каждый день недели, в общем-то. Люди, у которых есть уже терморегулятор, наверное, сейчас сидят и думают: о, блядь, доходила же до нее. Да, я с таким, конечно, не сталкивалась. Но зато среди вас точно есть такие люди, которые о такой штуке не знали. Для вас я и записываю это видео. Вот. Такая здесь территория. Смотрите, сколько цветов. Вообще, это ж сколько за ними надо ухаживать. Вот домик собственников, а вон там наш. Киса. Лео. Лео. Лео, иди сюда. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.